Всем доброй ночи. Итак, друзья мои, это один из моих любимых ритуалов, моих личных ритуалов, которые вам дарю. Дарю вторично, потому что, поскольку мои каналы часто удаляли, нападали на мои каналы до того момента, пока не появилось огромное количество дочерних каналов, когда они поняли, что уже смысла нет удалять, информация все равно останется. Более 20 раз, я уже не помню, 25 или 27 раз удаляли мои каналы за эти 10 с лишним лет. Первый раз я выставила эту работу то ли в 2016, то ли в 2015, сейчас не помню, году. Выставила с другим ключом. Он немного не подходил для этого ритуала, но свой ключ, которым я проводила ритуалы, я не могла показать. И сейчас не могу показать. Но специально для этого ритуала, чтобы второй раз переснять, я заказала ключ соответствующий. Кованый ключ. И вам рекомендую или найти ключ с широкой такой ушкой, или заказать. Есть такие ключи специально для воскового отлива. Или, может, у вас есть знакомые кузнецы, они могут вам изготовить. Так вот, некоторые мои работы я переснимала и буду снимать еще не раз, потому что, к сожалению, исчезла. Там была очень красивая работа, снятая со слоном. Тоже не буду называть название, чтобы опять не свистнули, но тоже исчезла. И я недавно начала искать в дочерних каналах, думаю, может быть, там есть или кто архив. Нет, к сожалению, очень многие работы исчезли, но ничего страшного, пересниму в лучшем качестве, в более таком, как бы, подробном описании. Тем более, что та работа была снята на камеру. У меня еще не было такого особого опыта работы с камерой. Нет, я много снимала, но тогда я как бы держала камеру, и немного было неудобно. Это один из моих любимых ритуалов. Я уверена, что станет и вашим любимым ритуалом. Отливать на ключ, отливка на ключ, это вообще древний ритуал. И отливали свинец, отливали воск, просто отливали воск, то есть топили воск или свечу восковую. Различные варианты, различные шепотки, заговоры. Честно говоря, вот какие бы я когда-то не искала, потому как все рождается в поиске, знаете. Когда ищешь что-то, нечто, рождается свое. Я не нашла ни подходящей такой работы, которая бы мне понравилась, ни сильной работы. Может быть, у кого-то из родовых осталось в архивах там бабушек, дедушек. Но, по крайней мере, нам они это не показали, не подарили, поэтому найти было очень сложно именно вот с ключом достойную, сильную работу. Различные варианты и существуют, но они очень слабые, и это не то. Не то, что надо. И я тогда создала свой вариант. И первым делом он мне помог в определенной ситуации. Он мне был нужен. Для себя я это создала. Это был мой личный ритуал. Есть работы, которые мои личные, я не с большой охотой делюсь ими, но поскольку мои зрители доказали, что они понимают, ценят мой труд и серьезно относятся к силам, я начала постепенно ими делиться с вами. Но эта работа, она была давно выставлена.
потом исчезла. В тех архивах, конечно, я могу сейчас покопаться, смотреть во флешках. Но, знаете, я решила по новой снять и более подробно объяснить. Это у меня там Зена храпит, не обращайте внимания, она храпит, как старый дед. И Пусик храпит, но он спит сейчас в той комнате, не слышно. Этот храп тут прям любуемся. Когда я работаю, я всех выгоняю вниз. Так вот, отливка на ключ. Ключ в магии издревле имеет большое значение. Ключи – это вообще открывающие порталы. Порталы что такое? Портал от слова портус, да, порталус, врата. Вот открытые дороги. То есть невидимые измерения, есть невидимые открытые врата. И если человек, например, правильно в подходящий день проведет подходящий ритуал, так как рекомендованно сказано, у него сразу же получается, меняется жизнь. Вот ключи в заговорах, почему так называются? Еще раз вам порекомендую мою лекцию «Ключ, замок, язык». Там все объяснено. Что такое ключ? Это определенные слова, сочетания, определенные призывы. Ритуалы составляются по-разному, как диалоги составляются, как призывы составляются. Ну, разные, очень различные. Они миллионы разновидностей. И в этих ритуалах есть ключ. Ключ это означает, вот в определенное время нужно провести эту работу. Например, там вечером. Если проведешь днем, не получится. Нужно там такими свечами. Проведешь другими, не получится, да? После обязательно отнести вот на такой-то перекресток, откупиться таким-то образом. Сделаешь по-другому, не получится. То и есть ключ. То есть то самое, что вместе собранные вот условия, да, этого заговора. Если ты соблюдаешь все условия заговора, значит, у тебя получается. Вот если ключ подходит к замку, ты вставляешь ключ и поворачиваешь и открываешь замок. Если ключ не подходит, значит, замок не откроется. Так вот, чтобы ключ подходил, нужно подбирать нужный ключ, правильно? То же самое, вот мы говорим часто, подобрать ключ к сердцу человека. Демоны-ключники, боги-ключники, дарующие знания. Ключ еще символизирует как знание, источник. Вот мы говорим, бьет там ключ, бьет из земли. Мы понимаем, что о чем это сказано. Это сказано о воде, о водном источнике. То есть открывается портал, что-то такое, то есть нечто такое тайное, которое открывается нам. Это ключ. Знания, потаенные знания. Многие боги, которые дарят человеку знания, избранным дарят знания, они изображаются с ключом. С ключом изображаются демоны. Не всем выпадает честь держать ключ. Например, с ключом в обязательном порядке, в обязательном, то есть изображается Геката. Особенно, когда она троеликая богиня, то есть трехликая, да, Геката Тривия. У нее обязательно ключ в руке. Это знания, тайные знания, которым владеет только она и может делиться, поскольку она богиня магии. Как-нибудь про ключ отдельно очень долго и очень кропотливо я сниму. Много снимала, просто времени нет. Тем, конечно, очень много еще нужно раскрыть. Итак, если у вас не получается никак, вот я уверена, что эта работа станет для вас один из любимых. Вы можете провести для себя, но сработать для всей семьи. Вы не можете для своего мужа открыть ключ, не имеете права. Я объясняю, почему. Есть вещи, которые вы не можете делать. Вы можете по праву супруги просить за своего мужа, защиту начитать ему, да, вслед, в спину. И такие работы я вам дарила.
Вы можете призывать благополучие в семью и придет. Если ваш муж трудится, или сын, или дочь, неважно, придет через вас, потому что вы мать семейства, вы старшая женщина в семье, и боги вас услышат, и через вас помогут, подарят удачу вашим детям, вашим любимым. Это возможно. Но именно для человека или открывать его дороги вы не можете. Не потому, что мне жалко, а потому что это наказуемо. Друзья мои, тайные знания, они требуют огромную плату. Даже если человек не просил эти тайные знания, но ему дали. Вот моей семье дали эти тайные знания. Дали моей прабабушке, дали ее матери, ее бабушке. Маминой стороны были повитухи и знахарки. С отцовской стороны, мы не называли их ведьмами. Это сейчас мы говорим, что ведьмы, понимаем, что она была ведьма. Но мы не называли, вот ведьма. Просто знающая женщина, к ней приходили, она начитывала, она там заговаривала, потом передала моей бабушке что-то там, научила маме моей, там что-то ее там обучала. То есть, такого вот не было названия, что вот они ведьмы были. И мы к этому всему относились очень спокойно, потому что мы выросли в этой среде. Для нас это не было каким-то чем-то таким невероятным. Вот посмотрите, они ведь, приходили, заговаривали детей, взрослых. Что-то она делала, и после чего у людей жизнь менялась. Потом я поняла, что это ведьма была и ведовство. Тогда-то я не понимала в этом ничего. И эти тайные знания нашей семьи, они забирали огромные жертвы. Я 4-я в своей семье без левого глаза. Понимаете, о чем я говорю? Просто пытаюсь вас предупредить и оградить вас от того огня, куда вы суете руки. Если вам дают, объясняют, и можете вы провести, проведите на здоровье, и у вас получится. Но если вы лезете в колдовство, это те самые дебри. Потому что магия, бытовая магия всегда существовала. Вслед говорили что-то, плескали воду. У всех народов были свои традиции, обычаи, там что-то пожелать в дорогу. Ребенок родился, 40 дней не показывать никому. Начитывали какие-то защитные, охранные заговоры и так далее. Магия была всегда. А вот колдовством занимались отдельные люди, ведьмы. То есть колдовство, каждая ведьма в итоге становится колдуньей. Она переходит уже в темные дебри, в те дебри, в которые вам нельзя. Так вот, вы ни за кого не можете открыть дорогу. Если вы за другого сделаете, откройте дорогу, закройте свою дорогу, понимаете? Но если вам дарится это и объясняется, вы для себя можете провести. Если у вашего ребенка не получается, с работой, может быть, не получается какие-то... Вот он старается, хочет, но не идет никак. Откройте свои дороги. И через вашу кровь очень может быть, что и у вашего ребенка тоже будут большие перемены. Но если человек сам сделает, конечно же, перемены будут намного колоссальные и быстрые. Когда я отмечаю сильная работа, сильнейшие работы, и такое есть, это не означает, что другие мои работы, они и так себе. Нет. Но другие работы, если вы не сделаете, то есть правильно, ничего страшного, не сработают. А есть работы, где я специально обозначаю сильные, сильнейшие работы. К этим работам надо подходить очень обдуманно и разумно. И если я обозначаю сильнейшая работа, она очень сильная, очень быстро сработает, но вы должны все условия соблюдать. Вот о чем я пытаюсь вам сказать и объяснить. Значит, первое. Закрытые пути. Вот у кого-то не получается с документами никак. Есть люди, которые в нашей стране работают, заканчивается у них время, да, они переживают, не могут найти там. Иногда бюрократия, мы знаем, и с нами они не лучше, уж тем более с приезжими людьми. Проведите на ключ. Найдите ключ, не обязательно кованый ключ. Можете купить ключ, но чтобы вам удобно было. Если он там испачкается воском, ничего страшного в этом нет. Но чтобы вам удобно было, лучше, конечно, или специальный ключ такой купить. Можете даже сувенирный ключ, если есть такой большой, продают иногда красиво для каких-то сувениров. Даже на тот ключ можете сделать, потому что в итоге это ключ. В любом случае он похож на ключ, это ключ, да?
Неважно, что он из замка вытащили вы, или специально купили, или там кованый ключ заказали. Значит, далее. Понадобится там баночка с водой. Лучше так. Можете, конечно, и на какой-то емкости, но знайте, что вы потом это или выкинете, или сохраните для других случаев, чтобы все время там отливать, потому что сами понимаете, что воск очень сильно испортит, да, искалечит, если это керамика. Значит, обычная вода, этот отлив можно делать любой день, можно днем делать. Лучше работает вечером, конечно. Постарайтесь всегда такие темные работы, это темные работы, открывающие дороги, делать по вечерам, в сумерки. Тогда духи сильнее вас слышат. Но если прям знаете, есть необходимость, или есть люди, например, там все работают, да, приходят вечером, вот удобно днем делать, пусть делает днем. Оно в любом случае сработает. Далее. Обручальные кольца, там, серьги и так далее можно оставить, но постарайтесь, чтобы вот лишних там ничего не было у вас на руках. Ну вот обручальное кольцо, если оно всегда у вас, пускай будет. Но если вы делаете такие работы, пускай у вас будет свободная энергия. Распускайте волосы, одевайте что-нибудь такое свободное. И снимите лишнюю там мишуру. Ваша энергия должна быть свободной, без ничего. Ну, я не говорю, что там все надо снять с себя, цепочки, серьги, здесь не имеет особого значения. Но желательно, чем больше вы освобождаете себя, свое тело от лишнего, то, что не ваше, тем сильнее срабатывает и сильнее работает с вами ваша энергия, лучше взаимодействует. Надеюсь, поняли, о чем. Ну, ничего такого, что вас сковывает. Далее. Значит, это, конечно, не панацея от всех бед, но это открывает сразу же. Это решает проблему. Вот у вас есть какая-то трудность там с администрацией, предположим, вот бодаетесь, ходите, просите, вас не слышат, и так вот без конца. Проведите. После того, как вы провели, ключ надо спрятать. Никто этим ключом пользоваться больше не имеет права. Даже если вы в одной семье, у каждого должен быть свой ключ. Дальше. Можете объяснить своей дочери, сыну, если они проводят эти работы, им помогают. Многие молодые это делают. И это очень похвально, потому что они изначально себе дорогу открывают. Почему бы нет? Они знают эти секреты, этим пользуются, и они более удачливые. Это нормально. Но знаете, есть такое выражение «дело любит тишины». Или «дело глаза боится», говорили вот ведьмы, колдуны древнего времени. Вы можете объяснять друг другу, даже можете рассказать, что вы что-то провели. Но только после того, как у вас получилось, а если увидели дети, или там вы говорите, я должна провести, не мешайте, они там, ну, ненароком прошли, мимо увидели. Подробности не рассказывайте. Спрашивают, мам, ты там проводила вот с ключом, который... Да, все, неважно, потом, об этом не будем говорить. Не раскрывайте это. Иногда люди пишут под роликом, ой, вы знаете, я провела, вот посмотрим, получится или нет. Не получится. Знаете почему? Во-первых, вы усомнились. Во-вторых, вы еще результат не увидели, уже пишете об этом. Ну, это что за глупости? У вас голова болит, выпили таблетку. Когда боль прошла, говорите, таблетка, отличная, помогает. Но пока боль не прошла, вы не можете хвалить эту таблетку. Это будет глупо выглядеть. То же самое, может, грубое сравнение, но также. Дайте этой работе, этому заговору сработать. Когда получится тот результат, который вам нужен, тогда хвалите, снимайте, отправляйте. Пожалуйста, мы всегда рады. Это будет ваша рекомендация, это будет ваш взнос, ваша лепта в эту копилку всемирной магии. Почему бы нет? И другим поможете выйти из трудной ситуации с депрессией. Кстати, о депрессии. Депрессию тоже это снимает. Потому что после того, как вы отливаете, открываете этот портал, открываете возможность. Знаете как? Невидимый ключ открывает те двери, которые перед вами закрыты. Когда вы не можете
ну, ничего поменять. И вот этот невидимый ключ просто открывает эти двери. Это очень древний ритуал. То есть заговорные слова, естественно, мои, но как ритуал, как бы сказать, средство открытия дорог человеку, для человека, это очень древний, испробован тысячелетиями работа. Воск был миллионы лет. Вы думаете, только сейчас воск появился? Нет, конечно. Много тысячелетий назад, немножко переборщила, может, и миллионы лет назад в той цивилизации, но воск он всегда был. Потом в воске содержится сила Вселенной, сила Земли. Оно собрано из разных трав. То есть сила нашего мироздания, да, нашей Земли, планеты. Еще одно замечание. Такие ритуалы, в таких ритуалах нельзя использовать церковный воск, потому что религия имеет другой эгрегор. Там, даже если они там не заговаривают эти свечи, не благословляют, как они говорят, это все фигня, ничего они там не благословляют, все это ерунда. Даже эти записки там якобы за упокой, никто их не читает. Вы просто деньги платите и уходите. Но она пропитана этой энергией церкви, энергией религии. А мы здесь совершенно о другом говорим. Мы говорим о более древних верованиях, да, и обращении к богам. Поэтому в таких ритуалах церковные свечи использовать глупо. Сейчас вы можете свечи заказать где угодно, не только в церкви. Огромное количество там эзотерических магазинов, да и просто восковые свечи заказать можно у разных людей, которые вообще свечами занимаются. Итак, свечи должны быть вот такие обычные, желтые, но можно там немножко светлее бывает, белого, ну, воск. То есть восковые обязательно. Можете чуть поменьше, не укорачивать, никогда нельзя срезать свечу. Мне там, ой, я вот срезала чуть поменьше, быстрее сгорели. Нельзя, вы не должны нарушать целостность ничего, с чем работаете. Даже спичку ломать не стоит. Просто там, знаете, чиркнули и зажгли огонь. Огонь обязательно с спичкой зажигайте. Могу и у меня научились. Одно время, помню, они там этими зажигалками там раз. Огонь должен быть природный, и это уважение к огню. Всегда в ритуалах покупайте спички, их полно, можно найти где угодно. Итак, поскольку вы открываете дороги, то есть с 4 сторон света, перекресток судьбы, вам нужно отливать таким образом. Сначала, ну, по-разному, можете к себе вот так держать, но вы должны все 4 стороны, то есть обозначить вот. Таким образом отливаете. Потом вот так. Потом вот так. И вот так. 4 стороны. Образуется перекресток. Капайте воск. Если у вас... что именно снимает? Что закрывает дорогу человека? Зависть. Посылы. Сглаз, намеренно сказанное слово или ненамеренно сказанное. Сам человек иногда закрывает слишком, когда радуется своему успеху. И тем самым может сглазить сам, остановить свою удачу. Чрезмерно делится, говорит. Одна женщина вспомнила, как дочь настолько сильно радовалась поездки в Египет, что она мечтала поехать в Египет отдохнуть, и что вот она скопила на этот билет, и как она хочет увидеть море, как она мечтала видеть Египет и так далее. И прожужжала всем уши соседям, своим коллегам, а потом самолет, если помните, упал. Хургады, по-моему, Москва. Конечно же, это был заслуженный отдых у человека, и она имела право на это. Но есть завистливые люди. Есть люди, которые в
в душе негодуют, есть люди, которые считают, что тебе повезло незаслуженно и так далее. Одним словом, если у вас прям сильные закрытые дороги, или если на вас сильный сглаз, и такой есть, не обязательно даже закрытые прям все дороги, но понимаете как? Вы открываете этим ключом дверью своего подсознания. Идеи, которые к вам не приходили. Энергия ваша отпускается на волю. Может быть, она была закрыта, скована, закована в цепи именно из-за этих невидимых темных энергий, которые нас окружают очень часто. Открывается ваши возможности. Одно но. Этот ритуал с ключом надо делать каждый раз, как только сгущаются тучи. Вот как вы почувствовали, что что-то в жизни опять не то, что-то начинается, там всякая проблема, опять деньги как-то стоят на месте, опять ступор какой-то, какие-то постоянные лишние расходы, которые непредвиденные. Сразу проводите. Храните ключ. Если ключ пропадет куда-нибудь, или кто-то возьмет, например, и он потеряет силу, потому что он не должен попасть в ничьи руки. Ну, пропадет, если ключ. Возьмите другой, ничего страшного. Это не закрепляется за ключом. Это не талисман, не оберег. Но этот ключ привыкает к вашей энергии, и каждый раз вы пользуетесь одним и тем же ключом, открывая дороги. Итак, начнем, пожалуй. Да, воск. Воск можете выкинуть просто в мусорный ящик дома. Он просто снимает эту черноту. Огонь сжигает эту черноту. Эта вся злая энергия остается в этом воске. Через некоторое время он сам по себе разрушается. То есть вся эта энергия разрушается. Здесь главный ключ. Ключ открывает дорогу. Открывает возможность. Если что-то не получалось, не удавалось, открывается. Я обычно делаю такой ритуал, когда чувствую усталость, когда чувствую, что на мне, знаете, какой-то груз просто. Я понимаю, что человек общественный, что моя жизнь на виду. Есть и зависть человеческая, да и не только. Просто, когда о тебе думают, смотрят постоянно, говорят, это тоже не самая благоприятная энергия, которая липнет к тебе. Я вот время от времени так очищаюсь этим ключом. Значит, воск можете выкинуть и берете 4 монеты. Если делаете днем, то есть не должно пройти больше 12 часов после того, как вы сделали. Если делаете днем, значит, вечером отнесите на перекресток, киньте через левое плечо и говорите: уплочено, и не глядя уходите. Если сделано вечером, можно следующие там сумерки, в такой момент, чтобы люди не видели, естественно. То есть 12 часов не должно пройти, вы должны откупиться. Отнести эти 4 монеты, кинуть через левое плечо и откупиться. Уплочено или откупаюсь. Это здесь не так важно. Итак, начнем. Так, давайте ключ поближе, потому что я сейчас приспособлю и покажу вам, чтобы было и видно, и мне читать еще должно быть удобно. Видите, у меня усилилось опять ближе к тому, что я должна начитать. Опять усиливается этот невроз. Это закономерно. Люди, у которых более тонкая
духовное устройство, это или душевное устройство, это одно и то же. Люди, которые больше пропускают через себя, больше чувствуют, у них и более, ну, то есть чувствительные и органы слуха, и видения ко всему происходящему. Вот чувствуют эти силы. Специально я копила несколько дней, ничего не делала, потому что иногда нужно очищаться, скинуть себя. Я же вбираю, очищаю людей. Ну, то, что сейчас воск будет коптиться, я уверена. Почему? Потому что в моем случае я работаю с людьми, и может копиться столько энергии, пропущенной через себя, что... Как там говорят, сам черт тебе не брат. Начнем. Давайте я так попробую приспособить, если, конечно, получится. Потому что хочу и читать, и... Ну ладно, вот так вот сделаем. Вот начинает капать. Воск лью, выливаю. Замки закрытые открываю. Двери судьбы отпираю. Воском беду убираю, в воске беду запираю. Что меня держит, идти не дает. Все тайные нити в огне сгорают. Снимаю запреты и проклятия. Нет, извиняюсь. Снимаю запреты и беды, проклятия и наветы. С моей крови, с моей судьбы. Воск тает, воск плавится. Замки скрытые ломаются. Двери закрытые открываются. Ключом колдовским, отпирающим, открывающим. Замки препятствия ломающим. Тайные заклятия, кандалы проклятые ломаю. Силой магии сокрушаю. Дорогу свою открываю. Ключ от всех дверей, открой мои пути дороги, и да помогут мне великие боги, да будет так, и так будет, заклинаю. Немного неудобно читать, поэтому извиняюсь. Ну ничего, я 4 раза буду читать все равно. Так. Начитали и накапайте некоторое время. Хотя бы половину свечи, если она большая. Ой, аж как фейерверк. Завидуют, суки, завидуют. Чтобы у вас глаза в задницу зашли. Вот так. Так, давай еще чуть-чуть покапаю, и все. А то я чувствую, дело пахнет керосином. Угу. Видите, почему говорю, что лучше банку взять, банку хоть выкинуть можно, а так или хранить для этих дел. А какие-нибудь культурные, красивые, красивую посуду вы испоганите. Все. Давай-ка туда. Ой. И, пожалуйста, не надо мне потом отправлять эти лепешки. Вот что означает, чего не означает. Это не кадание на воске. Это очищение вашей энергии. Там может вылезти что угодно. К этому особое внимание зацикливать не стоит. Самое главное, что оно все снимется и уйдет. Вот это важнее. Теперь давайте вот так вот держим, да? Я попробую начитать. Нет уж, давайте-ка я 3 раза сделаю, так как мне удобно. Дальше вы сами. Так, с той стороны было. Теперь вот так держим. Потому что мне просто неудобно и читать, и держать. Я потом запинаюсь. Так, секунду. Если гаснет свеча, это значит... зависть к вам сильная. У всех по-разному. У кого-то зависть, у кого-то темная энергия, у кого-то закрытость дороги, у кого-то проблемы, у кого-то... Ну, в моем случае закрытости дорог я не скажу, но с некоторых пор я этот ритуал использую именно для того, чтобы убрать вот это вот энергетические кандалы и всякие там... всякую всячину. Понимаете, человек публичный, все время на виду, и очень много... желающих мне нехорошие. Начнем.
Воск лью, выливаю, замки закрытые открываю, двери судьбы отпираю, воском беду убираю, воски беду запираю, что меня держит, идти не дает, все тайные нити в огне сгорают, снимаю запреты и беды, проклятия и наветы с моей крови, с моей судьбы. Воск тает, воск плавится, замки скрытые ломаются, двери закрытые открываются, ключом колдовским отпирающим, открывающим, замки препятствия ломающим, тайные заклятия, кандалы, проклятые ломаю, силой магии их сокрушаю, дорогу свою открываю. Ключ от всех дверей, открой мои пути дороги, и да помогут мне великие боги, да будет так и так будет, заклинаю. Один раз делайте, и это станет вашим любимым ритуалом. Я вас уверяю. Ну, как и многие другие ритуалы, у всех свои любимые есть ритуалы. Но это станет всеобщей любимицей. Некоторые работы подходят всем и нравятся всем. Знаете, ощущение такое, прям тяжесть с головы снимается. Ой, извиняюсь, видите, даже внутри какой-то процесс в горле начался. Как кровь бурлит, внутри начинается какое-то такое оживление в организме. Руки начинают немного трястись, но очень сильное потом ощущение такого, как вам сказать, как груз спадает с плеч, легче становится. Всегда помните, находите себе время. Нам иногда лень, иногда устаем. Находите для самоочищения. Потому что через вас, через вашу кровь и ваши дети защищены будут, понимаете? Иногда, когда проклинают мать, это все уходит и детям, и близким, родным. Такое тоже возможно, насколько сильная связь и по крови, и вообще ментальная связь. Ой, сердце начинает сильнее биться, но я думаю, что... Ну ладно, я 3-й раз начитаю, а так уже я сама сделаю, потому что нельзя прерывать. Но неудобно мне просто вот таким образом. Поэтому придется вот как-то так приспособиться. Вот. Ну, находите. Как чувствуете, что опять вот тяготит что-то, опять какая-то ерунда в жизни началась, опять какие-то проблемы, трудности, морально тяжело, начитывайте. Так, опять гаснет. Начнем. Угу. Воск лью, выливаю. Замки закрытые открываю. Двери судьбы отпираю. Воском беду убираю. Воски беду запираю. Что меня держит, идти не дает. Все тайные нити в огне сгорают. Снимаю запреты и беды. Проклятия и наветы. Угу. Так. С моей крови, с моей судьбы воск тает, воск плавится. Замки скрытые ломаются, двери закрытые открываются. Ключом колдовским, отпирающим, открывающим, замки препятствия ломающим. Тайные заклятия, кандалы проклятые, ломаю силой магии, их сокрушаю, дорогу свою открываю. Ключ от всех дверей. Открой мои пути дороги, и да помогут мне великие боги. Да будет так и так будет, заклинаю. Вы видите, тяжело читать. Так. Это очень непростые работы. Иногда избегаю их делать, потому что понимаю, что после этого будет такой вот, знаете, лихорадит, прям трясет. Но потом становится очень легко.
Воск выливать обязательно только через ушко ключа. То есть отдельно нельзя в этом ритуале. Вот сейчас еще то чуть-чуть дойдет до середины. Тут слишком большие свечи я взяла, ничего страшного. Дойдет до середины и 4 раза. Можете вместе с этой банкой, естественно, выкинуть, если вы в банке будете делать. Просто выкиньте, оно никому ничего не принесет. Даже если кто-то там тронет, никому не перейдет, потому что это просто снятие, понимаете? Вы в основном разрушаете эту черную энергию. А воск это просто очищает. А дальше он полностью ликвидируется сам. Так. И не забудьте на перекрестке 4 монеты откупиться. И, например, такие застарелые проблемы, которые годами не решались, могут решиться. Некоторые говорят, что вот какое-то препятствие, дом не продается. То есть можете и такое сделать. Может открыть дорогу для покупателей. Так, я вам сейчас покажу, что там за гадость получилась. И на этом все. 4-й раз я сама уже сделаю, видите? Всякая гадость. Чернота. Ну, что, собственно, и нужно было доказать. Требовалось доказать. Все. Желаю всем удачи. Я думаю, что прояснила. Вопросов не осталось. Проведите. Если есть ключи соответствующие, можете провести, можете заказать. Ключ ваш, никому не отдаете. Никто не должен, кроме вас, этот ключ трогать. Ну, иначе придется новый взять. Желаю всем удачи и всех благ. Да, ключ трогать после того, как вы провели. До этого, естественно, если вам привозят курьер, все они там кладут, отправляют. После того, как вы провели ритуал, никто не должен больше касаться этого ключа. Храните у себя, время от времени проводите и открывайте свои дороги, возможности и устраняйте препятствия. Всем всего хорошего.